Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Осень, пора вязания слитков и носков для дома. В предыдущем видео я вам показывала модель вязания слитков крючком узором столбиков в раскол. При таком способе вязания слитки получаются толстые, очень теплые, но все-таки вязание данного узора требует навыка и внимания. И еще здесь возникают, конечно, у многих сложности с вывязыванием пятки. По вашим просьбам я связала самую простую модель слитков при вязании крючком обычными столбиками без накида. Такие слитки свяжет даже тот, кто только начинает учиться вязанию крючком. В этом видео я подробно покажу, как связать такой следок. Для вязания слитков я выбираю пряжу с довольно толстой ниточкой. Это Alize Superlana Maxi. Здесь моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Состав 25% шерсть, остальное акрил. И буду использовать крючок номер 6. Конечно же, слитки я вяжу в основном из пряжи БУ. Распускаю какие-то старые вещи и перевязываю из них слитки и носки. Здесь у меня точно такая же пряжа, только уже ниточка БУ. Если для вязания слитков у вас ниточка тоньше, средней толщины, где в 100 граммах, допустим, 200 метров, то можете использовать ниточку в 2 или даже в 3 сложения. В начале вязания слитка нужно воспользоваться маркерами. Потребуется 3 маркера. Будем отмечать петли, относительно которых будем делать прибавки по боковым сторонам при вывязывании мыска. И плюс 1 маркер для отмечания начала ряда. Вначале делаем кольцо из нити, вводим крючок в это кольцо и провязываем как первую воздушную петлю. Далее первый ряд провязываем из кольца 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь затягиваем начальное кольцо и сразу начинаем вязать второй ряд. Так как мы будем вязать ряды по спирали, то необходимо отмечать всегда первый столбик, вершину первого столбика, чтобы вы понимали, где у вас начинается новый ряд. Первый ряд начинаем из первой петли, из вершины первого столбика провязываем столбик без накида и сразу отмечаю красным маркером вершину столбика как начало вязания ряда. Из этой же петли провязываю второй столбик без накида. Из второй петли первого ряда провязываю 1 столбик и отмечаю тоже вершину этого столбика как центр первой боковой стороны. После центра боковой стороны из следующей петли делаем вторую прибавку. Из одной петли провязываем 2 столбика. Далее из четвертой петли первого ряда, из четвертого столбика тоже провязываем 2 столбика. Из пятой петли 1 столбик, и это центр второй боковой стороны тоже отмечаем маркером. Итак, я отметила маркером вторую боковую сторону, и после этого столбика делаем вторую прибавку. Из одной петли провязываем 2 столбика. Это получается из вершины шестого столбика первого ряда мы сделали прибавку. И далее мы дошли до маркера, отмечающего начало вязания второго ряда. Провязываем 1 столбик, переносим маркер на вершину. Это уже будет начало третьего ряда. И в третьем ряду просто провязываем столбики без накида на вершине столбиков предыдущего ряда, а маркеры переносим
на вершину столбиков. В этом ряду не делаем прибавки. Далее при вязании мыска делаем прибавки через ряд. То есть в третьем ряду провязываем просто столбики без накида, без прибавок, перенося маркеры. И в четвертом ряду будем делать прибавки относительно боковых сторон, так же как делали во втором ряду. Переношу маркер, вторая боковая сторона, и здесь завершаю третий ряд, 2 столбика, идет маркер как начало вязания ряда, и уже начинаю вязать с этой петли четвертый ряд. Провязываю первый столбик, отмечаю маркером. Далее получается перед петлей, отмеченной маркером, первая боковая сторона, делаем прибавку из одной петли 2 столбика. Петля, отмеченная маркером, 1 столбик, центр боковой стороны, и после тоже делаем прибавку из одной петли 2 столбика. Довязываем так до второго маркера. Здесь по стороне получается 2 столбика в четвертом ряду, и перед маркером на вершине столбика делаем прибавку, 2 столбика провязываем, петля, отмеченная маркером, 1 столбик, и сразу после этой петли на следующей петле, на следующей вершине столбика прибавка 2 столбика. До конца ряда остается 1 столбик. Далее перехожу к вязанию 5-го ряда. Здесь маркер отмечает начало ряда, провязываю столбик и отмечаю вершину как начало вязания 5-го ряда. И в 5-м ряду не делаю прибавок, просто провязываю ряд столбиков и переношу маркеры. Провязав 5-й ряд до маркера, отмечающего начало ряда, приступаю к вязанию 6-го ряда. Тоже провязываю первую петлю, первый столбик, и сразу отмечаю его вершину как начало вязания 6-го ряда. Далее в этом ряду делаю прибавки, провязываю столбики и перед петлей, отмеченной маркером, на вершине столбика провязываю 2 столбика. То есть делаю первую прибавку, петля, отмеченная маркером, на ней 1 столбик, и после отмеченной петли вновь вторая прибавка по боковой стороне, делаю 2 столбика из одной петли. Здесь провязываю уже по стороне 1, 2, 3, 4 столбика. Провязав после второй прибавки 4 столбика, вновь делаю прибавку уже по второй боковой стороне. Петля, отмеченная маркером, на ней 1 столбик. После прибавки, после боковой стороны, отмеченной маркером петли, 2 столбика из одной петли. И до конца ряда остается 1 столбик. Далее приступаю к вязанию следующего ряда в 7-м ряду. Отмечаем первый столбик тоже маркером, как начало вязания 7-го ряда. И в этом ряду провязываем без прибавок столбики и переносим маркеры, чтобы в следующем ряду ориентироваться, где делать прибавки по боковым сторонам. Итак, мы вяжем мысок, первую часть слитка до момента, когда у нас ширина мыска будет равна ширине стопы. Чередуем один ряд столбиков с прибавками по боковым сторонам и один ряд столбиков без прибавок. Теперь измеряю ширину мыска. Ширина мыска у меня 9,5 сантиметров.
Это соответствует ширине моей стопы. И далее я буду вязать ряды столбиков без накида, без прибавок по бокам. Но маркеры я не буду убирать, так как и не буду убирать вот маркер, отмечающий начало завершения ряда, так как здесь они будут мне показывать, как распределяется следок. То есть здесь нижняя сторона, а здесь боковые стороны. И далее относительно этих сторон я буду вывязывать следующую часть следка вот с разрезом для ноги. И далее продолжаю вязать просто столбики. Здесь уже можно маркеры не переносить, просто оставим их на петлях от 9 ряда, просто как заметки. Вяжу теперь следок примерно до середины стопы. Если у нас полная длина стопы, здесь я отнимаю, у меня 39 размер, примерно 24-24,5 сантиметра. Оставляем 2 примерно сантиметра на натяжку следка, так как он хорошо тянется. И получается, что длина следка без натяжки примерно 22,5 сантиметра. И провязываю вот первую часть круговыми рядами до 12, грубо говоря, сантиметров. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала половину следка. Напомню, что от полной длины мы отнимаем 2 сантиметра от полной длины стопы. То есть если у меня длина 24,5 сантиметра, примерно отнимаю 2,5 сантиметра до 22, делю пополам и первую часть на еще пополам, то есть на 12 сантиметров провязываю круговыми рядами первую часть следка. Теперь буду вязать вторую часть прямыми и обратными рядами. И смотрите, здесь маркеры необходимо перенести на боковые стороны. При вязании столбиков по кругу столбики будут косить, это нормально. Просто мы складываем относительно прибавок следок пополам и маркеры переносим на боковые петли. Просто так, для заметки. Для себя этот маркер начала и завершения ряда не нужно переносить. Он просто нам дает понять, что мы здесь закончили круговой ряд. И обратная сторона, это у нас будет верхняя часть следка. Далее провязываем столбики до бокового маркера ближайшего. И здесь провязываю вот над маркером боковую петлю. Чтобы связать верхнюю часть здесь внахлёст, вначале вам нужно определить, насколько вы хотите сделать нахлёст полотна. Здесь я выделила центральные 10 столбиков, и получается у меня вот такой довольно глубокий нахлёст. Хотите, можете сделать меньше, на 5 столбиков, допустим. И получается, что я выделяю центральные 10 столбиков, почти вся верхняя сторона. И чтобы у меня нахлёст был в другую сторону, здесь я провязывала первый ряд столбики за вторую полупетельку. Чтобы у меня наоборот вот эта сторона была впереди, здесь я буду провязывать столбики за первую полупетельку. И здесь после боковой петли следующий столбик провязываю обычным столбиком. И далее вяжу 10 столбиков, вводя крючок только за первые полупетельки. Вторые полупетельки остаются свободными. И провязываю так 10 столбиков без накида. 10. И вот здесь у меня тоже остается одна петля до боковой стороны. Ну, я уже перехожу на вязание прямыми и обратными рядами. Поворачиваю вязание, делаю одну воздушную петлю. И далее, чтобы связать вот такой узор в рубчик, буду вязать столбики, вводя крючок только за вторые полупетельки. И так я провязываю столбики без накида.
ряд идет столбиков до боковой стороны. Далее также за вторые полупетельки вводим крючок до второй боковой стороны. И далее продолжаем ряд столбиков. И здесь провязываем столбики за оставшимися свободными вот полупетельки. И здесь провязываем 10 столбиков вот за рядом, за первым рядом столбиков. Этот момент я вам еще покажу. Итак, я довязала столбики до второй боковой петли. Далее эти маркеры можно снять, они нам больше не нужны. Провязываю столбик после боковой стороны и далее перехожу вот на свободные полупетли и на них провязываю 10 столбиков для формирования полотна внахлёст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Все, далее уже свободных полупетель нет. Теперь делаю одну петлю подъема, поворачиваю вязание и продолжаю вязать столбики, вводя крючок за вторые полупетельки. Итак, провязываю уже третий полный ряд. Вот идут полотна внахлёст, и здесь от одной стороны до, получается, второй стороны. Здесь вновь делаю поворот вязания и также продолжаю вязать столбики без накида, вводя крючок только за дальние полупетельки. И тогда образуется узор в рубчик. Итак, я вяжу следок прямыми и обратными рядами до длины. Полная длина стопы минус 2 сантиметра. Мне нужно провязать до длины 22 сантиметра, но учтите, что в последнем ряду я еще буду делать прибавку, точнее делать убавление для пяточки. И уже сделав в последнем ряду одно убавление, заканчиваю вязание слитка и сшиваю шов по пятке. Я заканчиваю вязать следок, и мне осталось последний ряд выполнить из столбиков и сформировать пяточку. Пяточку мы формируем буквально с помощью одного убавления. Складываем полотно из столбиков пополам и выделяем центральные 4 петли. По двум сторонам должно быть одинаковое количество петель. И провязываю последний ряд из столбиков. Как обычно, делаю одну петлю подъема и за вторую полупетельку провязываю столбики. Итак, вяжу столбики до отмеченных центральных петель. Довязав ряд столбиков до отмеченных центральных петель, это получается самая нижняя часть пятки. И эти петли мы вяжем вместе, то есть делаем убавление. Вводим крючок за вторые полупетельки и вытягиваем петлю на крючок. Итак, повторяем 4 раза из 4 отмеченных петель. И затем провязываем все петли с крючка. Делаем такое убавление. Это необходимо для того, чтобы здесь внизу у вас не было вот такого острого уголка. И далее продолжаю вязать столбики до второй стороны. И закончив этот ряд, буду сшивать точнее делать шов по пятке. Заканчиваю вязать следок, и мне осталось сделать шов по задней стороне пятки. Здесь у меня длина следка 22 сантиметра, полная длина стопы 24 сантиметра, то есть 2 сантиметра я оставляю в натяжку.
И необходимо делать шов по изнаночной стороне. Поэтому выворачиваю следок и начинаю вязать соединительный шов с помощью соединительных столбиков. И вначале провязываю из первой петли, далее ввожу крючок за 2 полупетли и провязываю глухой или соединительный столбик. Итак, из каждой петли с одной и с другой стороны выполняю соединительный столбик и довязываю до нижней стороны пятки. Заканчиваю сшивать пяточку. Здесь остается буквально 2 соединительных столбика. Обрезаю нить. Делаю закрепительный столбик. Здесь этот хвостик можно будет еще раз закрепить и замаскировать на изнаночной стороне. Выворачиваю следок и примеряю